Дикая лошадь плакала. Это не были слезы в человеческом понимании, но ее глаза, огромные, влажные и полные невыразимой муки, кричали о помощи громче любого голоса. Ее могучее тело, созданное для бега по бескрайним просторам, теперь было намертво сковано ледяными объятиями грязи. Казалось, что это конец, финал долгого пути под палящим солнцем степи. Но вы не поверите, что произошло дальше. Это история о преданности, которая сильнее страха, и о доброте, которая не знает границ. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь прямо сейчас. Нам правда интересно узнать, из какого вы города или страны вы нас смотрите. Приятного просмотра. По пыльной, выжженной зноем степи у самого подножия древних, изъеденных ветрами холмов, бродила белая дикая лошадь по имени Айла. Ее шкура, когда-то ослепительно белая, теперь была покрыта налетом серой пыли, превращая ее в призрака равнин. Айла была мудрой кобылой, чьи предки веками кочевали по этим землям, зная каждый овраг и каждый пересохший родник. Рядом с ней, едва поспевая за размеренным шагом матери, неуверенно семенил ее жеребенок, маленький, неуклюжий и бесконечно любопытный Рэй. Его грива еще была пушистой и мягкой, а ноги казались слишком длинными для его хрупкого тела. Каждое утро для них начиналось с уроков выживания. Айла учила сына различать тончайшие нюансы запахов. Горький аромат полыни, обещающий скудный обед, резкий запах приближающейся грозы, которая принесет жизнь, и едва уловимый, манящий аромат далекой воды. Она не позволяла его детской игривости переходить границы осторожности, ведь степь не прощает ошибок. В тот день воздух был особенно тяжелым. Зной дрожал над горизонтом, превращая далекие горы в зыбкие миражи. Они шли вдоль извилистого, глубоко изрезанного русла старой реки. Когда-то здесь бурлили потоки, но теперь лишь потрескавшаяся, как старая кожа, земля хранила память об ушедших дождях. Глубокие трещины в почве напоминали шрамы на теле земли. Рэю нравился этот мир, ему нравился запах теплой пыли, который поднимался из-под его копыт, редкие влажные пятна в глубине донных трещин и неумолчный, гипнотизирующий стрекот насекомых, прячущихся в сухой траве. Для маленького жеребенка все было игрой. Когда солнце достигло зенита, Рэй увлекся парой лазурных мотыльков, которые порхали у самой земли, словно крошечные кусочки упавшего неба. Забыв о наставлениях матери, он помчался за ними к скрытому от солнца углублению у каменистого склона. Там, в глубокой тени скал, мутная вода собиралась в небольшое озерцо, окруженное обманчиво зеленой травой. Айла заметила отсутствие сына не сразу. Она на мгновение отвлеклась на пучок более сочной травы у края обрыва. Но когда осознание того, что Рэя нет рядом, пронзило ее, тревога мгновенно вытеснила вековое спокойствие. Она резко вскинула голову, раздувая ноздри. Ветер донес до нее запах страха и влажной тины. Лошадь поспешила по мягким следам маленьких копыт. Она слышала, как где-то впереди вязкая жижа издает чавкающие звуки, словно невидимый монстр тихо втягивает воздух у кромки воды. Увидев Рэя, стоящего у самой границы коварной топи, Айла вскрикнула. Пронзительное ржание разрезало тишину. Она хотела оттолкнуть его, загородить собой путь к опасности. В порыве материнского инстинкта она ускорила шаг, но сделала это слишком резко, слишком самоотверженно. Передние ноги Айлы скользнули по скользкому краю, гравий посыпался вниз, и ее тяжелое, мощное тело осело в трясину. Это произошло за считанные секунды. Густая, истинно черная грязь, скрытая под тонким слоем наносного песка, обхватила ее живот и бедра. Она была холодной и неживой, но сжимала лошадь, словно тысячи живых пут. Каждая попытка Айлы вырваться, каждый рывок ее сильных мышц лишь создавал вакуум, который тянул ее все глубже и глубже.
Рэй замер на небольшом твердом выступе всего в метре от матери. Его большие глаза расширились от ужаса, в них отражалось небо и тонущая мать. Тонкий, отчаянный крик, похожий на плач ребенка, сорвался с его губ. Он топтался на месте, пытаясь подойти ближе, но Айла даже в момент своей гибели нашла в себе силы грозно фыркнуть на него, приказывая оставаться на месте. Она сделала еще один титанический рывок, пытаясь развернуться и зацепиться копытами за камни, но вязкая масса удерживала ее мертвой хваткой. Дрязь уже доходила до груди. Неподалеку на холме несколько диких лошадей из их стада настороженно подняли головы. Они видели происходящее, они слышали крики. Но, повинуясь древнему жестокому инстинкту самосохранения, избегать опасных мест и обреченных сородичей, вожак увел табун прочь. Они скрылись за горизонтом, оставив после себя лишь облако пыли. Солнце поднималось все выше. Полуденный жар ложился на неподвижную поверхность трясины, словно тяжелое свинцовое покрывало. Вода в грязи начала испаряться, превращая ловушку в застывающий цемент. Мать и жеребенок остались совершенно одни в этом густом, застывшем мареве. Время тянулось медленно и вязко, как сама грязь. Дыхание Айлы становилось прерывистым и хриплым. Ее веки тяжело опускались от чудовищной усталости и нарастающей безысходности. Она больше не боролась. Она понимала, чем сильнее сопротивление, тем быстрее придет конец. Рэй метался вдоль берега, его копыта выбивали дробь на камнях. Он не понимал физики этой ловушки, он знал только одно — его мир, его единственная защита уходит под землю. Его голос сорвался, превратившись в надрывный шепот. Айла смотрела на него, и в этом взгляде было безмолвное прощание. Она словно просила его уходить, спасаться, найти стадо. В какой-то момент Рэй, обессилев от бега и криков, лег на теплый песок у самого края топи, вытянув свои тонкие ноги в сторону матери. Его мордочка была испачкана пылью, а глаза блестели от настоящих слез. Редкое и душераздирающее зрелище в мире дикой природы. Айла медленно моргнула, стараясь запомнить его таким. Она закрыла глаза, готовая сдаться. В этот самый момент, когда надежда почти угасла, далекий, едва различимый гул нарушил вековую тишину степи. Низкий рокот мощного двигателя прокатился по равнине, вибрируя в самом воздухе. Рэй вздрогнул. Его чуткие уши мгновенно насторожились. Он почувствовал перемену в атмосфере раньше, чем увидел источник звука. Из-за дальнего холма, поднимая за собой густое облако рыжей пыли, показался старый, повидавший виды пикап защитного цвета. Это были двое рейнджеров местного заповедника, Элиас и Марк. Они возвращались к своему посту после долгого 8-часового обхода территории. Рэй, ведомый каким-то сверхъестественным чутьем, сделал то, чего никогда не сделала бы дикая лошадь. Вместо того, чтобы бежать в страхе от железного зверя, он выбежал прямо на наезженную колею и встал посреди дороги. Он дрожал всем телом, его сердце билось, как у пойманной птицы, но он был решителен. Его взгляд был устремлен прямо в лобовое стекло машины. Элиас, сидевший за рулем, резко ударил по тормозам. Машину занесло, пыль окутала кабину. «Что за черт?» — пробормотал Марк, приоткрывая дверь. «Откуда здесь одинокий жеребенок? Где табун?» Рэй не убегал. Он сделал несколько шагов в сторону оврага, затем обернулся и издал тонкое ржание, призывая людей следовать за ним. «Посмотри на него, Элиас, он словно зовет нас», — сказал Марк, выходя из машины. Люди быстро поняли, что происходит нечто экстраординарное. Пикап медленно, чтобы не спугнуть малыша, двинулся следом за Рэем, ориентируясь на его нервные прыжки и свежие следы на песке.
Вскоре через редкий колючий кустарник перед ними открылась страшная картина. Посреди черного пятна трясины виднелась лишь голова и часть шеи Айлы. Рейнджеры переглянулись лишь на мгновение. В их глазах не было сомнений, только профессиональная сосредоточенность. Они работали в этих краях 10 лет и знали, времени почти нет. Грязь могла сдавить грудную клетку лошади, вызвав остановку дыхания. «Действуем по протоколу «крупное животное», — скомандовал Элиас. Они быстро оценили ситуацию. Плотность грунта была критической, а берег осыпался. Нужно было создать опору. Марк открыл кузов пикапа и начал выгружать оборудование. В их арсенале были широкие спасательные ремни, прочные альпинистские веревки и ящик с ветеринарными препаратами. Первым делом нужно было успокоить Айлу. Увидев людей, она впала в последнюю предсмертную панику, начав хаотично дергаться. «Тише, девочка, тише!» — шептал Марк, заряжая пневматическое ружье дротиком с мягким седативным средством. Дротик точно вошел в плечо лошади. Через пару минут ее движения стали вялыми, а взгляд затуманился. Это было необходимо, чтобы она не переломала себе ноги во время вытягивания и не травмировала спасателей. Затем началась тяжелая физическая работа. Рейнджеры стали укладывать деревянные щиты, создавая временную дорожку по зыбкой поверхности. Грязь хлюпала и прогибалась под ними, пытаясь затянуть и людей. Рэй сидел у самого края, не сводя глаз с матери. Он переводил взгляд с Элиаса на Марка, словно пытался понять, справятся ли эти двуногие существа с тем, что не под силу природе. Элиас, обвязавшись страховкой, осторожно прополз по щитам к Айле. Запах гнили и застоявшейся воды ударил ему в нос. Он начал руками разгребать вязкую массу вокруг ее туловища, чтобы пропустить под грудью широкие брезентовые ремни. Грязь была похожа на холодный пластилин, она не поддавалась. «Еще немного, милая, держись!» — подбадривал он лошадь, чувствуя ее слабое тепло. Ремни были закреплены. Другой их конец Марк надежно зафиксировал на мощном стальном фаркопе пикапа. «Все готово! Отходи!» — крикнул Марк. Элиас быстро вернулся на твердую землю. Двигатель машины взревел, наполняя степь мощным рокотом. Колеса начали медленно вращаться, вгрызаясь протекторами в сухой грунт. Веревка натянулась, как струна гигантского инструмента. Сначала ничего не происходило. Казалось, грязь не отпустит свою добычу. Но затем раздался громкий чавкающий звук. Вакуум был прорван. Тело Айлы начало медленно, сантиметр за сантиметром, выходить из трясины. Грязь стекала с ее боков черными потоками. Она оставляла за собой глубокую, уродливую борозду. Когда задние ноги лошади наконец коснулись твердой земли, Марк заглушил двигатель. Наступила звенящая тишина. Айла лежала неподвижно, покрытая коркой черного ила. Ее дыхание было едва заметным. Рэй первым бросился к ней. Он обнюхивал ее голову, лизал ее уши, тихонько подталкивая носом, словно умоляя проснуться. Рейнджеры не теряли времени. Они принесли канистры с водой и начали смывать грязь с ее ноздрей и глаз. Элиас проверил пульс и ввел антидот к седативному препарату, а также комплекс витаминов для поддержания сердца. «Ну же, красавица, возвращайся к нам», — шептал Марк, вытирая пот со лба. Рядом с головой лошади они положили охапку свежей сочной травы и несколько плодов дикой яблони, которые захватили из лагеря. Знакомые запахи должны были стать первыми сигналами пробуждающегося сознания. Прошло около 20 минут. Воздух начал немного остывать. Вечер в степи наступает внезапно. Вдруг уши Айлы шевельнулись. Она сделала глубокий судорожный вдох, и ее грудная клетка мощно расширилась. Она открыла глаза. Первое, что она увидела, был ее сын. Рэй, весь испачканный в грязи после своих попыток помочь, стоял прямо над ней.
Его маленькое копытце осторожно коснулось ее щеки. В ответ из груди Айлы вырвалось тихое, мягкое фырканье, звук полной нежности и облегчения. Она словно заново родилась в этом мире, где солнце уже не жгло, а ласкало. Айла предприняла попытку встать. Ее ноги сначала подогнулись, но с третьей попытки она, пошатываясь, обрела опору. Она была слаба, но воля к жизни дикого животного была безграничной. Лошадь неуверенно встряхнула гривой, разбрасывая вокруг капли грязной воды, и принюхалась. Рейнджеры стояли в стороне у своей машины, молча наблюдая за этой сценой. Они не искали благодарности, но то, что произошло дальше, тронуло их до глубины души. Айла подошла к куче оставленной еды, съела несколько плодов, а затем повернула голову в сторону людей. Она долго смотрела на них своими умными глазами. В этом взгляде не было страха перед человеком, только странное, почти разумное признание. Ветер сменил направление, принося прохладу с гор. Айла поняла, что пора уходить. Она нежно вылизала шею Рэя, успокаивая его после пережитого кошмара. Жеребенок, подражая матери, тоже посмотрел на пикап, и его уши забавно вздрогнули. Кажется, в этот день в памяти маленького существа навсегда запечатлелось: не все двуногие — враги. Мать и сын начали медленно подниматься по склону холма. На самом гребне они остановились. Их силуэты четко вырисовались на фоне огромного багряного заходящего солнца. Айла еще раз обернулась. Тонкая, невидимая нить связала в этот миг два разных мира — мир дикой природы и мир людей. Элиас и Марк устало улыбнулись друг другу. Они знали, что завтра снова будет пыль, жара и тяжелая работа. Но сегодня они были на стороне жизни, и это стоило всего. Дорогие зрители, что вы думаете об этой удивительной истории? Верите ли вы, что животные могут чувствовать благодарность? Расскажите, пожалуйста, ваши мысли или похожие истории в комментариях. Мы все читаем. А если вам понравилось это видео, и вы хотите видеть больше таких трогательных моментов, то обязательно ставьте лайк, жмите на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Ваша поддержка помогает нам рассказывать миру о добре. До новых встреч и до свидания!